9 мая в Москве на Красной площади прошел Парад Победы. Как и всегда, простому смертному россиянину туда было не попасть. Только приглашенные, проверенные и надежные лица вперемешку с огромным количеством сотрудников спецслужб, охраняющих диктатора. ФСОшников посадили даже среди ветеранов. Путин опасается уже и их. Лица у присутствующих на параде были явно недовольные и угрюмые. Сам Путин выглядел подавленным и растерянным, и на это есть свои причины. В этом году Парад Победы отличался от парадов предыдущих годов более скудным количеством и разнообразием военной техники. И это неудивительно, ведь за 2,5 месяца войны Россия потеряла почти 1200 танков, 2850 боевых бронированных машин, 520 артиллерийских систем и многое другое. Даже суперсовременные и защищенные российские танки Т-90М «Прорыв» оказались не такими уж и защищенными и прекрасно уничтожаются доблестными воинами ВСУ. Большое количество российской военной техники захватывается нашими бойцами и помогает украинской армии выбивать оккупантов с нашей земли. Кроме этого, в оккупированном Крыму в этом году не проводился морской парад. Какой парад без флагмана Черноморского флота крейсера «Москва», который был демилитаризирован и отдыхает на дне Черного моря. Также в этом году в Москве не было воздушной части парада, и военная авиация не пролетала над Красной площадью. Официальная причина – неблагоприятные погодные условия, хотя погода в этом году была значительно лучше, чем в прошлом. А в прошлом году воздушная часть парада как раз таки была. Реальной же причиной отсутствия авиационной техники на параде является профессионализм украинских военных, уничтоживших почти 200 российских самолетов и 160 вертолетов. К тому же чересчур осторожный и напуганный Путин, возможно, побоялся, что один из пилотов решит спасти десятки тысяч жизней, направив свой самолет в престарелого диктатора. И каким же нужно быть лицемером, чтобы возложить цветы к гранитным блокам с высеченными на них названиями городов-героев Одесса и Киев, которые российская армия безжалостно обстреливает. Причем Одесса и 9 мая подверглась неоднократному ракетному обстрелу. В то время как по российскому телевидению показывают красивую картинку парада, немногочисленные оставшиеся в живых ветераны выживают в не очень комфортных условиях. Как неприятно за нашу мэрию, за ветеранов, что в таком говне им праздник сделали. Не пройти, не проехать. Это же какой позор, ужас. Такое по телевизору не покажут. Ну а российские школьники, которых назначили нести фотографии ветеранов на палках, даже и не знают, кто это и зачем они это делают. Ну он тебе не родственник? Нет, он мне не родственник. А какой он подвиг совершил? Это же просто табличка. Ну как это просто табличка? Она что-то значит? Ну, когда мы ездили с классом, нам дали ее, чтобы мы шли сюда на парад. Какой Холокост? Холокост? Холокост это что-то церковное, 100%. Ну вот что это Холокост? Название гель для душа. Духи. Духи. Ну, знаете, есть такие, это Лакост. Бренд чего-нибудь, может быть, одежды? Как Лакост. Да, типа того. Здравствуйте. Как вас зовут? Николай. Николай, а я смотрю, что у вас фотография, это не военного времени. Вы успели, кто это, дедушка, прадедушка? Это не мой. Это не ваш. А из вашей семьи кто-то воевал? Не знаю. Ребята, вот скажите, пожалуйста, а кто здесь со своими предками? После мероприятия многие фотографии на палочках отправляются на мусорку. Как же это по-российски? Есть также категория людей на России, в которых в канун Дня Победы вселяются бесы, и они в открытой форме страдают победобесием.
как он был от нас далек. За дедов! За моих родных Кудовикова, Шиншанова, Курганская область! Ура! Мы здесь белые русские люди, белая русская нация. Мы за землю, за Донбасс, за Россию, за святую землю. Наши предки всю жизнь воевали за свободу, и здесь народ собрался. Все это выглядит отвратительно и удручающе, и я могу сказать вам точно, что не за это деды воевали.